Добро пожаловать на тренинг по основам сбалансированного питания от Herbalife. Когда мы говорим, что кто-то на диете, мы подразумеваем, что человек ограничивает свой рацион с целью снижения веса. Давайте разберемся, что же такое диета на самом деле. Диета – это рацион, имеющий особенности по количественному и качественному составу пищи, ее кулинарной обработке и режиму питания, разработанный в соответствии с определенной целью. Диета носит временный характер и обычно ограничивает потребление определенных компонентов пищи. Рассмотрим популярные виды диет. Диета с повышенным содержанием белка. Она предполагает полный отказ от углеводов и неограниченное потребление белков. Такой категорический отказ приводит к тому, что под запрет попадают источники полезных микро- и макронутриентов. Например, фрукты – источники пищевых волокон, которые способствуют очищению организма и поддержанию хорошего пищеварения. Кроме того, избыток белка в рационе негативно влияет на работу почек. Ограничительные диеты – питание одним видом продукта или только жидкостью. Например, гречневая, арбузная диета, голодание на воде с целью похудения. Минусы очевидны. Диета не учитывает пищевой ценности продуктов, дефицитна по количеству белка и других питательных элементов. В результате происходит потеря белка мышцами, поскольку организму легче получить энергию из них, чем из жировой ткани. Это приводит к сокращению мышечной массы и замедлению обмена веществ. Обычно такие диеты заканчиваются срывом, что приводит к перееданию и последующему набору веса уже за счет жира. Низкокалорийная диета при использовании в течение одной недели большого вреда здоровому человеку не принесет. Возможно снижение веса на 1,5-3 кг за счет избавления от лишней жидкости в организме. Низкая калорийность и малый объем пищи будут способствовать постоянному чувству голода. При переходе на обычный рацион вес быстро восстановится, так как за такой короткий срок радикальных изменений метаболизма не произойдет, а чувство голода и дефицит питательных веществ накопятся. Диета не есть после 6. Суть диеты в полном отказе от любой еды по вечерам. Она является травмирующей для организма не только с психологической точки зрения, но и с физиологической. Слишком длительный перерыв между последним вечерним и первым утренним приемами пищи неблагоприятно влияет на желудочно-кишечный тракт. Правильная установка – есть за 4 часа до сна, исключить простые углеводы, употреблять белковые продукты. Самостоятельное похудение для большинства становится непосильной задачей. Либо вес снижается слишком медленно, либо он возвращается. Более 60% россиян, пытавшихся снизить вес, недовольны результатами своих попыток. Главные причины неудач – неэффективность и отсутствие научного обоснования самой методики, частые приступы голода, отсутствие психологической поддержки со стороны. При снижении веса важно использовать методику, подтвержденную клиническими исследованиями, которые доказывают ее эффективность и безопасность. Миллионы похудевших без вреда для здоровья с помощью такого питания являются наглядным доказательством. Питание должно быть комфортным для организма. Постоянные приступы голода, нелюбимые продукты – все это приводит к срывам. Питание, даже с целью корректировки веса, должно обеспечивать чувство сытости, быть разнообразным, включать все необходимые нутриенты и быть вкусным. Залогом успешного снижения веса является психологическая и эмоциональная поддержка близких. Важную роль может сыграть пример человека, который сам в прошлом имел лишний вес и успешно избавился от него. Такой человек поможет сделать привычными сбалансированное питание и активный образ жизни, поддержит и даст совет. Снижение веса – это не однодневное мероприятие. Правильнее будет разработать индивидуальный рацион на основе сбалансированного питания. Такой рацион должен содержать оптимальное соотношение белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов. Снижение веса должно происходить за счет сокращения калоража, но не питательной ценности, и одновременного повышения физической активности без дефицита пищевых веществ. Добавление функциональных продуктов питания, таких как протеиновые коктейли, обогащенные микро- и макронутриентами, и биологически активных добавок, сделает рацион еще более полноценным. Итак,
Что же мы узнали сегодня о питании с целью коррекции веса? Существует множество видов диет, но большинство из них имеет ряд существенных недостатков. Диета – это краткосрочное мероприятие, которое может приводить к срывам и набору веса по окончании. Лучшее решение – выработать привычку питаться сбалансированно. Питание с целью коррекции веса должно быть сбалансированным по составу, комфортным для организма и иметь научное обоснование. Добавление физической нагрузки является неотъемлемой частью снижения веса и сделает результат более эффективным. Переходите на сбалансированное питание и снижайте вес комфортно.